Друзья, приветствую вас на канале Усадьба Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня пришло уведомление с почты, и я забрал посылку. Солнечную панель на 410 Вт и солнечный контроллер на 50 Ампер. Сейчас займусь их установкой. Возможно, кто-то уже интересуется зеленой энергетикой и изучает в интернете цены на солнечные панели, контроллеры, аккумуляторы и так далее. Наверное, некоторая информация, которую я уже изучил, вам может оказаться полезной. Кроме того, что нужно определиться с мощностью панели, нужно еще и понимать, какой у нее должен быть вольтаж. Я долго не мог с этим определиться, потому что раньше у меня была панель 12-вольтовая, также аккумулятор обычный автомобильный 12-вольтовый и самый дешевый шим-контроллер. Но он, в принципе, может работать как с 12, так и с 24 вольтами. Не знаю, как на 48. Панели бывают 12, 24, 48, может быть и больше, я не знаю. Но смысл в том, что чем больше вольтаж, тем дешевле панель. Я могу ошибаться, но, по-моему, выше 200 Вт мощности 12-вольтовых панелей не бывает. Ну и, соответственно, моя 410-ваттная, она на 24 вольта. Но здесь есть одна проблемка. Найки, иди гуляй. Так вот, с этим есть небольшая проблемка. Если вы купили 24-вольтовую солнечную панель, а у вас обычный шим-контроллер и 12-вольтовый аккумулятор, то половина заряда, который должен был идти на аккумулятор, этот контроллер будет обрезать. А если же купить более дорогой и современный МППТ контроллер, то тогда вся мощность солнечной панели в 24 вольта будет преобразовываться и идти на заряд аккумулятора. Штатные заводские крепления я не заказывал, поэтому буду что-то колхозить из того, что найду в гараже или сарае. Теперь нужно определиться, на какую из крыш закрепить солнечную панель. Как вариант, это беседка, но она не очень хорошо сориентирована в плане сторон света. Второй вариант на крышу дома. Там было бы неплохо, но ее очень сложно будет обслуживать. Нужно делать специальную лесенку, чтобы можно было легко подняться, протереть их или скинуть снег. Поэтому, как я считаю, самым удобным это будет вот такой небольшой уличный туалет. Я думаю, что вполне подойдет для одной панели. Крепить буду через мощные металлические уголки, которые прикручу к дубовым брускам. А дубовые бруски, в свою очередь, прикручу к балкам, на которых крепится шифер. Да, не вовремя, только залез на лестницу и вырубили электричество. Сейчас пойду за генератором. Чего кричишь? Из материалов мне понадобились деревянные бруски, металлические уголки, гайки, болты, саморезы, а из инструментов дрель, отвертка, уровень и рулетка. Чтобы надежно закрепить бруски, нужно определить, под какой волной находится лага, к которой крепится шифер. А закрепить надежно — это очень важно, потому что панель не маленькая, имеет большую парусность, и ветром ее очень легко может сорвать. Как я уже говорил, панель достаточно габаритная и довольно тяжелая. А самое главное, что у нее большая парусность. И даже при небольшом ветре в одиночку ее довольно просто будет уронить и разбить, чего совсем не хотелось бы. Поэтому позвоню своему приятелю Юре и позову его на помощь. Найки. Карлос лает. Значит, Юра приехал.
Карлос, успокаивайся. Вот такие мощные уголочки нашлись у меня в гараже, и они отлично подойдут для крепления панелей. Из резиновой части старого гидроаккумулятора нарежу прокладки для того, чтобы уменьшить вибрации. Потому что если положить сюда, она продавит. Если она вдруг соскочит или попадет, и она сразу уложить четко. Ну что, для всех альтернативщиков вот такой вот ноу-хау. Заводской крепеж отдыхает. Я думаю, не улетит в ближайшее время. Так, у меня же шуруповерт есть. Вот такую старую колодку использую для удобного подключения. Ответственный момент. Подключаю аккумулятор. Проводов с большим сечением у меня не было, поэтому использую сдвоенный по 2,5 квадрата. Вот так. Заработало. Этот контроллер показывает 12,8 вольта. Это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Хотя на старом контроллере, когда я его снимал, было 12,6 вольта. Для проверки поставлю фонарик на зарядку через USB разъем. Вот зарядка пошла. Просела до 12,7. Фонарик уже зарядился, аккумулятор просел на 1/10, 12,7 вольта. Ну а теперь еще более ответственный момент. Подсоединяю солнечную панель. 24 вольта к аккумулятору 12 вольт. Через контроллер MPPT. Так, что-то ничего не поменялось. Все так же месяц. Странно. Хотя на самом деле ничего странного нет. Провода от контроллера еще не подключены к панели. Солнце спряталось и даже дождик накрапывает. Вроде как неблагоприятная погода для подключения солнечной панели. Но для меня это как раз хорошо, потому что я хочу проверить, как будет вот эта 410-ваттная панель работать при подключении к бесперебойнику
бесперебойник на 700 ватт. Он такой уже довольно старенький. Наверное, еще ламповый. Ну, может, не знаю, на катушках. Или, ну, он такой тяжеленный, не то, что сейчас современные китайские такие аналоги. Легенькие, маленькие и с большой мощностью. А он такой очень увесистый. В общем, не знаю, как он там устроен, не буду умничать. Короче говоря, на моей маленькой панели, которая на 120 ватт, такая, можно сказать, походная, он в такую погоду практически всю энергию забирал на себя, на преобразование с 12 на 220. И мне интересно, как вот эта 410-ваттовая будет отдавать в такую погоду свою мощность. Подключаю последний контакт и быстрее к контроллеру. Надеюсь, все подключил правильно и ничего не сгорит. Я думаю, что эти соединительные штекеры, они универсальные. И плюс-минус будет совпадать. Напряжение поднялось до 13,5 вольт, продолжает быстро расти. Но сейчас можно попробовать подключить этого динозавра. Вот так он называется, 700 ватт. 220 вольт, 100% заряда. А что на контроллере? Аккумулятор просел уже до 12,8 и продолжает садиться. К сожалению. Я думал, что 400 ватт хватит и в пасмурную погоду для поддержания хотя бы самого бесперебойника. Это он без нагрузки абсолютно. Да, не очень. Ну, посмотрим, что будет в солнечную погоду. Ну, на улице, конечно, стало совсем пасмурно. Ну что, подождем солнышко. Ну что, уже 12,3. 12,4, но вроде ниже не падает. Аккумулятор, конечно, не новый, скорее старый, снятый с машины. Но я надеялся, что 400 ватт будет достаточно, чтобы поддерживать хотя бы бесперебойник, без нагрузки. Сейчас быстро пробегусь по настройкам, потому что многие из них мне не совсем понятны. Вот на главном экране показывает напряжение, которое в данный момент на аккумуляторе 13,8 вольта. Дальше с помощью кнопки меню можно переключать режимы. Вот это напряжение 14,6, при котором останавливается зарядка аккумулятора, когда он достигнет это напряжение. Следующий параметр это 12 вольт, который идет на нагрузку, на вот эти вот контакты, на которые, насколько я слышал, можно подключать лишь лампочку или какие-то маломощные приборы. Так, дальше. 11,5 это когда отключается эта самая нагрузка. Хотя мне непонятно, отключается нагрузка отсюда, но если сюда можно подключать только маломощные приборы, то как же основная нагрузка, которая подключается от самого аккумулятора, как он, контроллер, отключит нагрузку потребителя, отключит от аккумулятора, чтобы не разрядить его в ноль. Вот это для меня пока загадка. Ладно, дальше. Так, следующее. Это написано B03. B01 это, по-моему, литионные аккумуляторы, B02 это гелиевые, а B03 это свинцово-кислотные через дробь феррум фосфат. Я вот не понял, почему они через дробь на одной. Может быть, там похожие параметры зарядки. Вот. Ну, в общем, я выбрал свинцово-кислотный дробь феррум фосфат. Надо еще разбираться. В общем, дальше одни непонятные символы для меня. Ну и вот в итоге главный экран. Вот уже добралась практически до максимального напряжения, и скоро контроллер должен будет отключить заряд аккумулятора. Хотя вот пасмурной погоды не хватает, чтобы дойти до 14,6 вольта. Вот они. Да, и тут стрелочка перестала двигаться. Это, наверное, означает, что сейчас перешел контроллер на режим поддержания аккумулятора. То есть он его так подзаряжает, чтобы он всегда оставался в таком напряжении, насколько я понимаю. Ладно, это кнопка, чтобы переключать режимы вверх-вниз. И это же одновременно включает вот эту вот нагрузку на вот этих контактах. Вот написано Load On. Переключаем. Выключена нагрузка. Так, включена. Вот я сейчас еще раз отключу. Я ее отключил.
Но это USB не выключилось, фонарик продолжает гореть. Получается, что нагрузка отключается только на контактах, а USB работают постоянно. Ну вот, как-то так. Что знал, рассказал, а что не знаю, жду в ваших комментариях советов и подсказок, потому что нужно когда к этому подойти внимательно, чтобы не испортить аккумулятор и не спалить контроллер. Так что буду рад вашим комментариям, пишите. Ну что, панель установлена, электричество генерируется. Я немного поэкспериментирую с потребителями, какие можно будет подключать. И выложу в следующих видео результаты. Ну и на этом буду с вами прощаться. Кстати, дождем вот она уже прошла испытание. Но я думаю, что она хорошенько загерметизирована, поэтому никаких проблем не будет. Теперь важно, чтобы не побило градом. Не знаю, какие еще могут быть катаклизмы. А самое главное, чтобы не прилетали ракеты от оккупантов. Так что всем мира, добра и до встречи в следующих видео. Пока-пока.